Давайте я расскажу вам одну историю о том, как один день на даче стал поворотным моментом в моем понимании животных, особенно собак. Я всегда любил животных, но у меня был определенный страх перед собаками. Это произошло еще в детстве, когда я пережил не самый приятный инцидент с одной местной собакой, которая укусила меня за ногу, когда я пытался ее погладить. С тех пор я старался держаться подальше от четырехлапых друзей, несмотря на их очарование и преданность. В тот сентябрьский день я был на своей даче, наслаждаясь последними солнечными днями лета. Урожай этого года был хорошим, помидоры, огурцы и несколько тыкв созревали в саду, и я приехал забрать оставшиеся плоды. Приятные мысли о вкусной еде, которую я смогу приготовить, заполнили мою голову. Я был погружен в свои дела и не заметил, как соседская собака, питбуль по имени Мила, подошла ко мне. Собака выглядела взволнованной и нерешительной. Я остановился и начал наблюдать за ней, не зная, что делать. Мила была не агрессивной, но в ее глазах читалась неотложная просьба о помощи. Я отвел взгляд, надеясь, что она потеряет интерес ко мне, но она оказалась настойчивой. Она подошла чуть ближе, прижалась к моим ногам и начала настойчиво трогать меня лапами. Я был в замешательстве, что она хочет от меня. Сначала я не решался подойти к ней вплотную. Я боялся, что Мила может вести себя агрессивно, но в то же время не хотел ее обидеть. И вот когда она отступила назад и снова посмотрела на меня, я вдруг ощутил, что она призывает меня следовать за ней. Я вздохнул, собрал свои мысли и решил, что худшее, что может случиться, это то, что она просто ведет меня в сторону чего-то, что ей интересно. Мила быстро побежала по дороге, а я старался не отставать от нее. Она временами замедляла шаг, чтобы я мог ее догнать. Постепенно я начал замечать, что нас окружают поля, деревья и старые заброшенные домики, которые раньше могли быть полны жизни, но теперь пришли в упадок. Я заметил, как из-за одного из окон старого дома выглядывает ветер. Он шевелил занавески, словно приветствуя нас. Наконец мы остановились перед очень старым, заросшим бурьяном домом. Окна и двери были заколочены, а вокруг лежали обломки и мусор. Это зрелище пробудило во мне страх. О чем же могла подумать Мила, приводя меня сюда? Я вспомнил страшные истории о заброшенных местах, наполненных атмосферой таинственности и печали. Однако, к моему удивлению, Мила перепрыгнула через старый деревянный забор и села на траву, как будто ожидая мое решение зайти за ней. Я понимал, что этот дом выглядит заброшенным, но какое-то чувство подсказывало мне, что я должен зайти. Я открыл калитку и осторожно прошел на участок. Я стал осматривать место, обдумывая, что могло произойти с ним. Была ли эта хижина жилой когда-то, или ее забросили много лет назад? Пока я смотрел по сторонам, Мила внезапно исчезла за домом. Вскоре до меня дошел ее лай, и я понял, что она призывает меня прийти туда. Заинтригованный, я зашел за дом и увидел там большую конструкцию, сколоченную из старых досок. Это был ящик. Между досками можно было разглядеть неясные движения. Я наклонился и увидел, что в ящике находятся щенки. Я был шокирован. Как так, что эта мама-собака оставила своих малышей в таком уединенном месте? Мила, похоже, была очень обеспокоена. Я начал осторожно ломать несколько досок, чтобы как можно быстрее открыть путь к щенкам. И тут же, не дождавшись, пока я закончу, Мила прыгнула внутрь и начала кормить своих детенышей. Я почувствовал, как меня охватывает волнение и истинное чувство нежности. Эта собака проявляла материнскую заботу о своих щенках. Скоро щенки успокоились и сытые начали зевать, прижимаясь друг к другу. Я разбил несколько веревок, обвивавших ящик, и развел щенков на руках. Мне захотелось быть рядом с ними, защитить и обеспечить им нормальную жизнь. После того, как щенки покушали, я закрыл ящик и, бережно обняв его, решил отнести щенков к своему соседу.
у которого, как мне казалось, могли быть какие-то знакомые. Мила не отходила от меня ни на шаг. Ее преданность была поразительной, и я не мог не восхищаться тем, как сильно она заботилась о своих щенках. Когда я пришел к соседу, его удивление было неописуемым, когда он увидел у меня в руках щенков своей собаки. Он закричал от радости. Оказывается, у Мила, так звали питбуля, около месяца назад родились щенки в сарае. Хозяева решили не волноваться и оставить их в сарае, не перенося в дом. Но накануне щенки пропали, и их мама тоже исчезла. Каждый кусочек информации использовался, чтобы выяснить, что же произошло. Мой сосед рассказал, что кто-то узнал о том, что в сарае находятся щенки дорогой собаки, и решил забрать их. Злодеи соорудили ящик на заброшенном участке, чтобы держать их в заточении. Когда Мила нашла своих детенышей по запаху, она пришла ко мне за помощью. Я был поражен тем, как милая собака, использовавшая свой инстинкт, понимала, что ее щенки нуждаются в заботе и защите. Как только информация о пропаже щенков распространилась по округе, соседи начали делиться своими заботами. Они организовали небольшую группу по поиску щенков, и вскоре я тоже стал частью этой команды. Вместе с ними мы прочесывали окрестности, искали любые следы, которые могли бы привести нас к истинному местоположению щенков и Мила. Надо сказать, сосед был невероятно благодарен мне за то, что я нашел щенков и их маму. Он быстро забрал щенков в дом, где они могли быть в безопасности. Я остался там некоторое время, наблюдая за тем, как Мила вновь воссоединилась со своими детенышами. Их веселый лай и непрекращающийся обмен нежностью между ними вызвали у меня слезы. Я больше не мог смотреть на собак, как на хищников. Этот момент открыл мне глаза на их преданность и заботу. Шум стал приглушенным, но затем он стал воодушевляющим, когда я услышал, как полиция начала расследование дела о пропаже щенков. Мой сосед подал заявление о краже, и вскоре стало известно, что именно за этой бандой стояли люди, которые хотели продать дорогие щенки за границей. Эти расчетливые преступники искали все более и более изощренные способы, чтобы завладеть животными. И, как стало известно, еще несколько соседей столкнулись с подобными инцидентами. Соседи решили создать общую группу поддержки для владельцев животных. Они организовали встречи, на которых разделяли информацию о безопасном содержании домашних питомцев, проводили медицинские осмотры для всех, кто нуждался в помощи, и обменивались опытом по уходу за животными. Я также подключился к этой группе и стал активным ее участником. Это дало мне возможность осознать, насколько важна забота о правах животных, и я начал предлагать помощь в организации различных мероприятий для повышения осведомленности о насилии против животных. Скоро после службы полиции происходило удивительное. Они выяснили личность этих плохих людей и смогли их арестовать. Оказалось, они смогли вернуться, поскольку им пришло в голову, что ящик все еще может быть у заброшенного дома, но им не удалось добиться успеха. Благодаря совместным усилиям местных жителей, полиция подготовилась и смогла оставить ловушку, чтобы поймать злоумышленников. Пока все это происходило, я интересно наблюдал за тем, как вся община сплачивается ради одной цели – защиты животных. Мы собирали средства на создание безопасных приютов и обучающие программы для владельцев животных, чтобы предотвратить похищение и обеспечить безопасное место для бедных, заблудившихся существ. Прошло несколько недель, и благодаря нашим усилиям мы смогли достичь своих целей. В эти дни я часто вспоминаю Милу и ее щенков. Мне стыдно было когда-то опасаться собак, оказывается, они настоящие защитники и преданные друзья. Я начал больше общаться с Милой и другими собаками в округе. Благодаря этой невероятной истории я понял, что преданность и любовь могут прийти отовсюду, даже от тех, о ком ты раньше даже не задумывался. Этот опыт побудил меня участвовать в волонтерских проектах, связанных с помощью бездомным животным. Я начал активно сотрудничать с местными приютами, помогая спасать животных и находить им новые дома. Со временем я стал заядлым защитником прав животных и открыл для себя множество замечательных существ,
которые ждут своего шанса на счастье. Вскоре я решил пригласить Мила и ее щенков в свой дом. Теперь они, по сути, стали частью моей семьи, и я все больше осознавал, насколько моя жизнь стала насыщенной и полноценной. Со всеми этими собачьими приключениями я познал истинное значение дружбы, заботы и любви. Я научился понимать их язык, видеть в них личностей, для которых важны семья и товарищество. Но это не все. Я продолжал проводить различные мероприятия, на которых обучал детей и взрослых, как правильно заботиться о животных. Мы организовывали забавные конкурсы среди собаководов, устраивали дни открытых дверей в приютах и даже собирали средства на поддержку таких программ, как «Убежище для животных». Я также начал сотрудничать с местными школами, чтобы обучать детей уважению к окружающей среде и защите животных. Таким образом, один неожиданный момент в сентябрьский день привел меня к тому, что я увидел истинную ценность дружбы, раскрыл новые горизонты в своем сердце и уже никогда не смотрел бы на мир одинаково. И кто знает, может быть, именно через такие истории, как моя, мы можем быть вдохновением для других, напоминая им о том, что любовь и жест доброты могут изменить жизнь, повлиять на судьбы и открыть сердце для чего-то по-настоящему чарующего. С каждым днем я все больше осознавал, как важна роль нашего общества в обеспечении безопасности и здравоохранения животных. Я поддерживал связь с местными активистами, делился своими знаниями и опытом с теми, кто делал первые шаги в этом направлении. Каждый раз, когда Мила и ее щенки радовались, играли и общались со мной, я понимал, что мы – одна большая семья, и я готов делать все возможное для защиты этих существ. Таким образом, я призываю всех слушателей не бояться подходить к животным. Позвольте им показать вам мир, в котором скрывается так много тепла и дружбы. Мы все можем научиться чему-то новому и стать лучше. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.